Да, господа, и казалось бы, вы все это уже видели, но потому что коробки действительно одинаковые. Добро пожаловать на последнюю серию с русским Раптором. Больше видосов по нему не будет. Возможно, на стрим-канале мы только узнаем, кому все-таки она продалась. И все. А в этой серии мы ее дособираем, доделываем все недоделанные элементы и едем, наверное, прыгать на трамплине. Коробка у нас, как вы только что поняли, из драйв-сервиса приехала снова. Это тот же сервис, кто делал нам коробку на УАЗик. Спасибо им огромное. Ссылочка на всякий случай будет в описании. Коробку чинили по жесткой схеме. Было и бублик сломан, и гидротрансформатор тоже под замену пошел. Даже донорская коробка покупалась, чтобы некоторое железо вкинуть в это. В общем, было и очень плохо. Последствия того, что мы купили контрактные детали. Они оказались уже мертвые, и поняли мы это только, к сожалению, на первом выезде. Но все исправлено, все поставлено обратно, и есть даже небольшой тюнинг этой самой коробки. Конфиг все тот же, ничего не поменялось, исключая поддона у коробки. Мы почитали в комментариях, очень много людей писали, что нужно поставить поддон от крузака. Он больше штатного, то есть в него влезает больше масла, заправочный объем увеличится, но самое главное, якобы с этим поддоном на подъемах масло перестает в коробке отливать все сюда или отливает не в таком объеме. И исключается вот этот разрыв гидравлического соединения в бублике, то есть по идее машина должна перестать откатываться назад. Не знаем, потестим уже в конце этого видео, потому что выезд будет обязательно, пока вот просто поставили, верим в лучшее. Спасибо за комментарий. Именно тебе, да, дружище. Далее, господа, как вы все знаете, остаются те самые 1000 мелочей. Вроде тачка готова, все можно забирать, но нет, секундочку, еще нужно сделать выхлоп, еще нужно оптику, еще то все. Ну, в общем, начинаем с того, что нам всем крайне дорого. Это звук V8. И, естественно, мы знаем людей, которые делают этот звук гениальный. Все мои машины всегда были построены по выхлопу в одной компании. Это выхлоп Град. И эти люди сделали выхлоп на копеечку миньона, который сейчас катается оффроуд СПБ. И когда она нажимает газ, это просто безумие. Найден конфиг на УЗ специальный, чтобы выхлоп был и громкий, и при этом с ним можно было ехать по трассе. Это шедевр. Так что сейчас ребята все сварят, я вам сейчас все объясню, как там все устроено, и некоторые нюансы, и мы будем наслаждаться супер качественным звуком. И самое главное, что самое приятное, почему я всегда так дико пиарю выхлоп Град, потому что ты отдаешь сюда машину, и ты заранее знаешь, что результат будет космос. Никитос, ну согласись. Это же идеально, потому что выхлоп всегда, просто вы должны понимать, когда делаешь выхлоп полностью кастомный, вот отсюда, вот от коллекторов и туда. Бывает, что машина приезжает 3-4 раза, чтобы донастроить звук под клиента. Здесь уже столько всего это сделано, в том числе и нами, что у ребят есть прям формула. Клиент хочет такой выхлоп, как вот там, все, собираем ему на тех же компонентах, и все работает. Шедевр? Шедевр. Давайте объясню. Значит, у нас от коллекторов идут две 63-ї трубы. Там был долгий спор, объединять их в конце в одну или также пустить две. Но я почему-то сказал, давайте пускаем две. Я, честно говоря, не могу предположить почему. А, вот почему. Потому что две 63-ї, они в высоту ниже, чем одна 75-я. А у нас здесь, сами понимаете, дорожный, мать его, просвет. Потому что труба идет уже вот так вообще, прижата как максимум. Здесь стоит одна единственная баночка. Такая же стоит в Миньоне 2. Собственно, в нее два входа и из нее же два выхода. Отсюда дальше продолжаются идти два 63-х пайпа. Вот так это все будет сделано. Ну, плюс-минус, короче, ну вы поняли. То есть есть имитация X-пайпа для того, чтобы звук был прям какой нужно. И также две, они дальше вместе пойдут вот сюда. Иди сюда, пупсик, сейчас я тебе все объясню. Здесь они быстренько, максимально хорошо прижимаются вверх. И есть отличие. Если обычно в джипах с точки зрения безопасности нужно вести хвост всегда до конца кузова.
То есть в любом кузовном автомобиле, чтобы сохранить экипаж, нужно, чтобы выхлоп был вот здесь, чтобы сбрасывался дым именно сюда. Вы спросите, а почему не здесь? Как в кроссоверах современных, да, часто вот он под бампером, выхлоп сюда загнут и все. Дело в том, что я уже объяснял это в прошлой серии, автомобиль может засесть в болото, вот здесь все в воде. Вот так все в воде. И выхлоп уже давит не сюда, а через пузыри скапливает весь углекислый газ вот туда, и он может проникать дальше через колесные арки в салон. И тогда экипаж может угореть, даже потерять сознание, может произойти очень негативная вещь. Поэтому всегда обычно выхлоп введен сюда. Здесь, соответственно, возникает какая проблема? Задний свес, мы уже даже видим здесь, да, все в земле. То есть это вот место получает. И здесь бы, если шел выхлоп, то выхлоп также бы получал. Но у нас есть нереальный бонус. Дело в том, что у нас пикап. И вот там, над этим кузовом, надо мной сейчас нету жилого отсека никакого, там не будет экипажа. Арка, вот эта верхняя точка, куда могут собираться пузыри с углекислым газом, да, с выхлопом, она также находится в кузове. Таким образом, мы имеем возможность выхлоп довести только до этой точки. И у нас труба никогда не будет пересекаться с задним свесом и никогда не будет получать на оффроуде, если вдруг мы откуда-то спрыгнули, и вот здесь вот огромная ступенька. Ну, такое же рано или поздно случится. Таким образом, получается вообще все супер. Выхлоп короткий, абсолютно неуязвимый, и экипаж никогда не угорит выхлопных газов. Просто шедевр. В этом плане, еще раз, кузов пикап супер удобно. У нас не будет никаких декоративных насадок, да, то есть с точки зрения внешнего вида, но я не вижу здесь каких-то больших проблем, да, что именно нужны насадки. То есть по стилю она и так вполне закончена. В общем, все получается шедеврально. Ребятам осталось, выхлоп, кстати, при этом из нержавейки, то есть он будет вечный всегда. Ребятам осталось довести хвост, здесь уже никаких банок не будет, это просто две трубы, которые здесь вот так пересекаются, заканчиваются, и заводимся, и едем. Итак, у нас получается, что машина готова, и она впитала в себя всех тех сервисменов, всех тех ребят, которых мы любим с самого начала практически нашего канала. Это Иван, Джаггер Гараж, который построил, собственно, эту Ниву. Это и Drive Service, ребята, которые починили коробку нам в самом начале этой серии. Это и Red BTR, ребята предоставили эту оптику сумасшедшую, которая красивая, офигенная. Это и Выхлопград, кто сделал нам этот сумасшедший выхлоп. И со всеми этими людьми надо как-то общаться. А насколько вы знаете, никаких мессенджеров, например, у меня нет, потому что если бы они были, мне бы просто взорвали голову. И потом нужно понимать, какой мессенджер у меня там для личных сообщений, какой для рабочих. И это была большая проблема. Но теперь есть AMA, корпоративный мессенджер. Это вот мессенджер, созданный специально для решения рабочих задач. Вся твоя команда уже здесь. Как только ты добавишь нового сотрудника, он сразу же появляется у всех. Не помнишь, как зовут коллегу? Не проблема, можно легко найти по должности. Тут можно создавать рабочие группы и общие чаты, где будут обсуждаться проекты и задачи. Все мы очень любим эти голосовые сообщения, а в AMA можно превращать голосовые сообщения в текст. И вы можете прочитать их, если неудобно слушать. Также в AMA есть фантастические боты, которые помогают автоматизировать рабочие процессы. Бот по заданному правилу сам задаст нужные вопросы, отсканирует счет, согласует оплату у руководителя, создаст платежку и передаст в оплату в бухгалтерию. И самое главное, с помощью удивительно удобного конструктора вы можете сами создавать ботов для решения любых ваших процессов. Само собой, AMA корпоративный мессенджер доступен как в приложении для вашего смартфона, так и для вашего ПК, как в виде отдельной программы, так даже в виде веб-интерфейса. Значит, где бы вы ни оказались, AMA корпоративный мессенджер всегда будет у вас под рукой. Так что переходите по ссылочкам в описании, скачивайте AMA, тем более, что для команды 12 человек он абсолютно бесплатен. Ничего платить не надо. Ссылки там, в описании. Очень важный момент всего проекта — понять, сколько же весит наше изделие. Дело в том, что мы на эту тему рассуждали последние все серии, мы же все-таки радиатор вынесли назад, мотор вынесли вперед. Я все-таки изначально прогнозировал, что это будет до 2 тонн, но здесь гораздо больше даже не максимальная масса. Понятно, что у нас тяжеленные мосты, тяжеленные колеса, V8 супер коробка, огромная раздача от патруля, все очень тяжелое. И Нива в стоке весила тонну.
То есть понятно, что мы здесь рассчитываем от 1,5 до 2, но вопрос прежде всего развесовки, она чрезвычайно важна. Будет очень обидно, если у нас, знаете, спереди просто огромная гантеля, а зад легкий. Уже на первых испытаниях есть такой момент, знаете, что когда включаешь заднюю на каком-то повороте на углу, вот когда морда внизу, а ты врубил заднюю, то зад буксует, и назад не сдать. Это признак того, что на такой длинной базе мы имеем очень легкий зад. Это плохо, на самом деле. Надо понять, насколько просто зад легче, чем передняя часть автомобиля. Вот, собственно, и вся задача. Нам это также нужно для дальнейших исследований, потому что, когда будем строить другие машины, если разница будет какая-то слишком большая, можно уже думать над тем, как отсюда еще чего-нибудь убрать. Запихивать мотор в салон, к сожалению, не получится, но мы можем какие-нибудь там 20 килограмм скостить за счет, допустим, пластиковой морды и так далее. В оффроуде, хотя это не в целом очень важно, но для изготовления будущих машин это прям супер шаг. Отдельно, кстати, спасибо Сергею Леонидовичу Кабаргину, который... Мане, спасибо. Мане, тебе спасибо, что вот руководит всем этим. Здесь эта вот маленькая хрупкая девчонка, которая очень громко кричит, когда мы этого не слышим. И все начинает двигаться сразу. Соответственно, огромное спасибо за то, что у нас есть весы, за то, что мы можем взять и на каждое колесо посмотреть нагрузку. Кайф. Так, давай сейчас сразу посмотрим. Я уже знаю результат. Короче, она весит 855 тонн. Развесовка по осям, это ладно, допустим. Это понятно, что может быть не идеально. Да, я понял. Да, я понял, что хотел сказать автор. Короче, у нас все сходится, кроме вот одного моего непонятного момента. У нас левая передняя 508, а правая передняя 543. Чё-то большая разница на самом деле для лево-право. А все потому, что здесь у нас стоит аккумулятор. Вот ровно, похоже, его там 27-26 килограмм. Это и есть, собственно, перевес на правое колесо, потому что аккум стоит ровно на нем. Что касательно задней оси, это 400 и 404 килограмма. Опять же, правая на 4 килограмма тяжелее, потому что справа стоит ресивер с компрессором. Прям все идеально сходится. Но вот это вот, здесь вот, короче, аккум, да, но никуда не денешься, потому что аккум на штатном месте, он здесь в Ниве штатно. Это касательно право-лево. По осям все на самом деле не так радостно, как могло быть, потому что задняя ось у нас 43,3, соответственно, а передок у нас получается практически 57%. То есть развесовка далеко не идеальная, но, с другой стороны, и не самая худшая, не 40/60 хотя бы, потому что я думал, что может быть и так. У нас в итоге тонна, аж тонна, представляете, сток Нива весит 100 тонн. Здесь тонна на передней оси висит, то есть насколько больше. К этой тонне добавили еще почти целую Ниву на заднюю часть, но, правда, мы про короткую сток Ниву говорим, да, это-то все равно потяжелее будет. А у меня с собой документы, братан. Так она с завода тонна 400. Ёк-макарёк, братишка. Она ж тяжелая, это не короткая Нива. Тонна 400, а стала тонна 800. Блин, 400 килограмм просто на одних колесах больше прилетело. Кстати, вот опасность больших колес, да, с таким протектором. Смотри, ты снимаешь, да? Вот так хлоп. И смотри, вот такая штука. Вот такой щебень остался в шипах. Поэтому, когда после грунтовки на таких машинах выезжаешь на асфальт, первое время едь 10-20 км в час, чтобы это никому не выстрелило просто. В общем, что мы установили? Что машина весит на 400 килограмм больше стока, это немного. При том, что она стала тяжелее на 400 килограмм, в нее добавилось 200 лошадиных сил дополнительные, которые легко это все нивелируют. Разгон до нас мало интересует, честно говоря, мы его мерить не будем. Я думаю, что-то около там 8,5 секунд, скорее всего. В общем, все, что мы поняли, это то, что спереди тонна этого многовато. Из передней части я бы 100 скинул. Знать бы, откуда это скинуть. Ну, надо будет думать в следующих все-таки компоновках, как скинуть 100. И тогда будет гораздо интереснее и еще лучше прыгать. Но в следующих сериях. Так. Что я еще хотел сказать, что помимо этого мы еще даже поставили новый салон. Это вот есть, знаете, небольшая такая особенность, когда делаешь машину не для себя и покупаешь ее не новой. То есть куча мелочей, которые создают общее впечатление о проекте. У нас старый салон-то был подербаненный чуть-чуть, поэтому пришлось его искать новый. Хотя здесь 8-рочные кресла, кстати, и 8-рочный же задний диван, но их все равно пришлось поискать. В итоге ничего из бэушки нормального найти не удалось. Взяли, короче, новое, нашли просто в интернет-магазине, он называется Запчасть Маркет. Я ссылку на них оставлю в описании. И нам ребята предоставили вот такие кресла. Там куча, короче, вариантов. Мы уж решили не делать там супер под карбон или ковши и так далее. Просто новенький, аккуратненький, нарядненький салончик. Он даже
Пахнет, кстати, как новый. То есть новому, ну, вернее, будущему владельцу этого автомобиля будет сразу при посадке автомобиля очень приятное ощущение. В общем, красота. Ребят реально спасли, потому что мы 2 недели искали в Питере эти бэушные кресла. Они все убитые. В итоге купили новые. Так что ссылка в описании. Не парьтесь, проходите, заказывайте также. Куча вариантов. Мы вот прям вот смотрите сами, какое оно. Норм, по-моему. Ну и само собой мы не могли немножечко добавить позитивного колхоза, господа. Ну куда без фар, грубо говоря, от антигелика. Red BTR делает вещи. У них всегда в наличии куча самой разнообразной, очень прикольной, красивой оптики на все наши любимые автомобили. На УАЗы, ЗИЛы, на те же самые Нивы. В общем, вот эти самые круглые стандартные фары. Да и не только они на самом деле. Вообще в Red BTR много всякого прикольного. И многие скажут, что это Китай, но, ребята, ведь помимо Китая важно, чтобы еще что была гарантия. А поскольку ребята из Red BTR мы знаем лично, поэтому мы спокойно у них берем всю оптику, никогда с ней никаких проблем не бывает. Значит, эти фары, они вот такие стрекозины, и как мы любим, такие часто также на Defender'ы ставят, на Старую Америку, на что только не ставят. В них много функций. Во-первых, помимо того, что просто вот они сами по себе красивые, есть габариты. Вот, это у нас 2 полумесяца, вверх-вниз. Есть ближний. Прекрасно, это средний ряд загорается, в них же, естественно, дальний. Космос, то есть получается вообще такая стрекоза. Помимо этого мы еще добавили веселые поворотнички. Ну-ка, аварийка. А, еще и в фаре поворотники моргают. Еще и здесь, да, Господи Иисусе, вот это номер. Но это еще не все. Колхоз не ограничивается только передней оптикой. Ведь я говорил, что мы еще хотим поставить фонари от Range Rover. В этот раз фонари у нас стоят. Вот ента номер, тоже везде бегущие поворотники, и спереди, и сзади, вот это вот. А стоп, дядя Вань, стоп посередине, а задний вход. Обалдеть. Просто обалдеть. Я не знаю, в этом на самом деле не было какой-то особой необходимости, но это последний штрих, который добавляет кастом проекту мощности. Прямо ты же хочешь, чтобы Нива была более актуальная, более современная. Понятно, что эти фонари могут, так сказать, выйти из моды, да, не всем нравится рисунок, но можно купить какие-то другие. В общем, мне не хотелось оставлять родные, потому что на фоне всего этого великолепия, такой яркой супер машины, у нас был этот самый недостающий штришок. В общем, огромное спасибо Red BTR ребятам. Ссылки, естественно, как и на всех остальных, на них будут в описании. Если вам понравилась такая оптика, без проблем приходите, покупайте. Нам нравится. Как я вам только что и говорил до заставочки, выхлоп получился отличный, прямой магистралью. Мы еще не знаем по громкости, но если завести, возможно, что... Блин, какое же это все-таки шикарное V8. Дядя Ваня, подгазуй чуть-чуть. Прикольно, можно даже руки греть, кстати. Офигенно звучит, просто как бухтит, да? Не, давай, бурление, просто насладимся бурлением V8. Офигенно просто звучит выхлоп. Значит, какие могут быть корректировки по выхлопу? Они все равно могут быть. Он может оказаться слишком громкий под нагрузкой. В таком случае все равно это было заранее все продумано, не проблема. Здесь столько места, что сюда встает какая-то миниатюрная еще одна баночка, и все это приглушивается. В общем, надо ехать тестить. Ну все, теперь наша задача просто взять и все это проверить, как все это работает. Первым делом выхлоп. На холостых его, естественно, почти не слышно. Я бы сказал, что он громкий, но пока мой мозг не взрывается. Посмотрим, как будет под нагрузкой. Очень теперь приятно работает подвеска. Вся супер мягкая. Такой диван. Тахометр у нас подключен, работает, спидометр подключен, работает, уровень топлива работает, температура у нас теперь на приборке работает, у нас все теперь совершенно замечательно. И что-то нас валит на правую сторону, это немножечко шокирует. Но благо мы на таком монстре, что, честно говоря, какая разница? Задача теперь наша въехать обратно в горку на понижайке, еле трогая газ, прямо красться к победе наверх. Нейтралочка. Да, благо у нас теперь есть еще, ну она и была заранее, вот такая вот индикация, которая означает, какая включена передача. Драйв, реверс, паркинг. Как вы видите, прекрасно. Естественно, полный привод и понижайку мы включаем в нейтрале, как это и положено. Ну-ка, теперь, если у нас с коробкой все в порядке, она должна просто ехать вверх. Я прям приотпускаю газ. Все супер идеально.
Супер идеально крадется. Все, коробка в порядке. Чего и требовалось доказать. Ну-ка, нейтраль. Полный привод вырубаем. Драйв. И пробуем. Шлифует, шлифует. Ой, трындец. Как шлифует, как едет. Как едет. Очень быстро едет теперь автомобиль. Вот это да. Нет, короба, стоп. Все работает. Дворники тоже работают. Шедевр. Короче, как и требовалось доказать. Сток-коробка, отремонтированная на сток-моторе, ведет себя прекраснейшим образом. Абсолютно. Очень интересное ощущение на мостовой машине. Прямо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну-ка, отработает? Да, отрабатывает. Очень интересно. Очень интересно. Супер. Давай пробуем перевалить яму ходами. На полном приводе, ничего себе ускорение. Просто страшно. Не нажимаешь в пол, потому что страшно. Тормозов дико хватает, но эта резина плохо на торможении цепляется за такой грунт. Офигеть! Это все-таки резина больше для камней внедорожной, нежели для ралли и бахи. Но тем не менее ускорение просто сумасшедшее. На полном приводе. Офигенно метет. Офигенно она метет. Очень здорово. Ямы глотает самые невероятные. Мягко. Понятно, что рулежка на такой высокой резине и на таком рисунке это вещь сугубо относительная, но она есть. Че, снаружи нормально это выглядело, не? Вот эту яму, которую стык вообще, дядя Вань, да без проблем. Даже руля не ведет. Я прямо по этой яме же фигачил, ты же сам видел. Я бы не сказал, что я терял контроль или меня куда-то уводило, нет. Понятно, что натравленный на 37-х натравленных колесах, там контроль все равно условный, плюс-минус полоса. Я прямо по стыку специально ехал, еще даже газ не отпускал особо, вроде как-то так. Вообще кайф. Шикарно, шикарно, молодец, да, кто бы говорил, ты молодец. Нет, очень прикольно, очень понятно, внятное рулевое. Мне кажется, невнятность рулевого сейчас определяется весом и размером колес. Если ставить тонкую АТ-шку, то есть если под ралли, если мы хотим быстро ехать по грунтовке, надо ставить соответствующую резину, и она поедет. Да, это два моста, да, это ощущается на руле, но если ты делаешь погрешность о том, что ты едешь на мостовой машине, все, кто так ездил, для них никаких новых ощущений не будет, да. Это повышенная инерция на руле, да, но все, ну, естественно, тяжелые, огромные мосты. Но в остальном, каких-то вот для меня, чтобы меня напугало или было непрогнозируемо, ничего такого не было. Едем на ту самую большую вертикальную горку и все доказываем. Офигеть. Давай сейчас попробуем. Ну, по-моему, это просто отвесная стена. Я вообще не очень понимаю, как это вообще возможно. Это было страшновато. Спуск просто какой-то нереально вертикальный там. Мне страшно, трындец. Очень страшно. Блин, я не знаю, как это выглядит внутри. Это все просто конец. Да, по-моему, в какой-то момент даже пыталась пойти, ребята, вы что, серьезно? Я такой отпускаю бамперок, цок и зад наверх пошел, вот это было жестко. Я не знаю, второй раз я так не поеду, ребята, вы что? Да она, по-моему, бампером даже чуть-чуть как будто. Я чувствую, что зад такой просто, оп, идет, морда осталась, а зад такой хочет уже туда. Блин, нет, если бы она была каркашенная, допустим, хорошо, перевернулся, сидишь, угораешь, но она кузовная. На короткой базе так не получится, я думаю. Так, немножко диагоналик
Просто чтобы вы понимали, насколько ей это все легко. За счет сумасшедших ходов подвески, длинной базы. У нас нет такого понимания, как рампа. Вообще. То есть она перелезает все, всегда и везде. Никаких проблем быть не может. Давай попробуем сюда. Проверяем, как она переворачиваться будет или не будет. Боковые крены под V8. Прям максимально неудобная позиция, из которой мы выезжаем. И поедем дальше диагональю. Вообще все просто на изи. Просто на изи едет. Никаких затруднений у нее не возникает. Я могу сейчас вот так объехать Wrangler. Вот эти все ветки, там фигетки нас это вообще не парит. Под большими углами, то есть хорошо держит крены прям боковые. Смотри. Оп. И при этом совершенно спокойненько едет. Супер рампу поймать тут же из этого положения. Блоки, напоминаю, сейчас только еще задние. Вот вам рампа, пожалуйста. Вперед, взад, могу здесь кататься. Захочу отсюда, поеду назад. Вот сейчас так развернусь. Никаких пробуксовок, ничего. Все, это просто пушка, пацаны. Ну что, на рельефе это понятно, что вообще все без проблем. Мягкая подвеска, огромные хода, огромные колеса, сумасшедший угол преодолеваемой рампы. Невозможно практически никогда чиркнуть серединой, чтобы она вывесилась. Ну серьезно, чтобы она зацепилась вот здесь серединой, у вас препятствие должно быть где-то вот такой высоты, наверное. Только тогда она сядет. То есть, в принципе, бетонный блок по колено, она спокойно переедет вот так и поедет дальше. Супер геометрия, сумасшедшая. Хвост высоты. Вот я могу встать возле него. Вот такой высоты нужно, чтобы что-то сзади было, чтобы вы это задели бампером или задним свесом. Вот такой высоты. То есть, значительно выше колена, как говорится. Космос. Короче, надо только прыгнуть. Нужно больше экшена. Геометрия, крадущиеся все движения, высота, там перепады, все, и ничего не страшно. Надо больше скорости, больше драйва. О, я смогу еще больше. Итак, господа, все хорошее, к сожалению, однажды заканчивается. Возможно, кстати, еще на стрим-канале она у меня появится. Мы попробуем, может быть, на ней съездить с оффроуд СПБ по оффроуду или именно пройти грязевой маршрут. Но это уже несложно, собственно. Наша задача была показать, что машина эмоциональная, что машина держит нагрузки, что машина держит хорошо геометрию. Если вы на ней хотите, допустим, лазить чисто под грязь, можно поиграться с резиной, потому что триподоры — это далеко не самая едущая по глине покрышка, но, тем не менее, она позволяет перемещаться хорошо по грунтам, она держит нормально езду по асфальту, даже с хорошей скоростью на жесткой сцепке. За машиной она едет, ну, по крайней мере, мы кому-то давали, нам кто-то говорил, 110 км в час, и даже особенно вибрации не передается, да? Вот наш аноним подсказывает нам, что да. Таким образом, мы делаем вывод, что машина хорошо управляется по грунтам, по дорогам. Это очень компромиссная резина, она хорошо грызет даже по камню. Есть у нее, конечно, свои недостатки. Хорошо, хотите чисто в глину, ставите там, я не знаю, баггера, трактора, все это под этими мостами будет жить без проблем. Прыгает она отлично. Сегодня было совершено 5-6 прыжков. Это еще не был газ в пол, это не был предел. Никаких ударов, ни щелчков, ничего нет. Мотор не греется.
все шикарно. Я не знаю даже, что еще добавить к этой машине. Нечего. Если захотите, уже потом сами можете доставить лебедку. Можно еще доставить хороший компрессор. И по-хорошему, если совсем делать дорого, нужны амортизаторы с регулируемой жесткостью, потому что сейчас они всегда очень мягкие. Но по трассе или если вы хотите больше прыгать, вам это может не понравиться. По идее, 150 тысяч и в круг можно купить реально злые аморты, которые с переключалкой мягко или жестко. Вот тогда эта штука будет прям супер комфортной. Но, как вы знаете, всегда добавите еще 500 тысяч и уже точно будет хорошо. Причем неважно, говорим мы про 1,5 миллиона или про 10. Этих 500 тысяч все равно не хватит. Нужно чуть больше. Также напоминаем, что эти мосты выдержат еще и 38-е колеса, и 40-е, и 42-е. То есть, если будет желание эту машину корячить дальше, стоимость переделок уже будет минимальна по цене. Собственно, нам уже писало несколько человек. Писали нам из одних городов и из других, что все ее готовы покупать. Честно говоря, это было давно, и мы не были до конца в машине уверены. Сейчас, когда она прошла все тесты, когда она под нами проехала уже не 100 километров, мы можем авторитетно сказать, что она полностью готова к продаже. Поэтому почта для ваших предложений, если вы хотите ее купить, будет в описании под этим видео. Мне лично эта машина вышла в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Да, ребята, чуть там, чуть здесь, чуть коробка, чуть донастроить, чуть вот эти лампочки купил, то да сё, выскакивает на круг 2 миллиона 300 тысяч рублей. Вот эти вот незапланированные траты, они реально съедают очень много бюджета. Но отдаю я ее, естественно, дешевле, потому что мы знаем всегда с тюнингом, что все, что ты вложил, по сути, в свое удовольствие. Мы отдаем ее по цене железа, то есть это 1 миллион 300 тысяч рублей. Если вы хотите приобрести эту Ниву за указанную сумму, пишите на почту в описании под этим видео. Очень много людей писало, кто-то предлагал даже уже на 200 тысяч больше ее забрать и так далее. Просто напомните о себе и напомните, если вы писали ранее. Без проблем договоримся. Машина стоит на учете на мне. Учет действующий, она не утиль, не в розыске. Все с ней в порядке. ВИН-номер на кузове есть, его никто не вырезал, он сохранен. И кузов не пилен, никаких швов рядом, ничего нет. Она абсолютно белая. И для перевозки на эвакуаторе она полностью готова. Никакой милиционер ее у вас не отберет. Она 100% законна. По дорогам для общего пользования передвигаться нельзя. Изменения мы не оформляли. По документам это обычная заводская Нива, стоит на учете на Заруцком Константине Сергеевиче, как вы все прекрасно знаете. Сейчас нами решается вопрос о начале постройки второй Нивы. Было бы время, надо понять, не надо закатывать глаза, так делать сразу вверх. Мы не спешим на самом деле. Спешки по срокам нет, но что-то мне подсказывает, что полученные из клиента деньги 1,3, я никогда не привык тратить те деньги, которые зарабатываю. Я их всегда вваливаю обратно. Поэтому, скорее всего, мы сейчас думаем, может быть, у вас пикап, но не так интересно. А может быть, еще одну Ниву пикап построим. Поэтому, если вы готовы приобрести потенциально, но это уже будет куплено, не проблема, под вас, скорее всего, мы построим еще одну такую же. Потому что есть еще те тонкости, которые мы готовы показать в дополнительных технических сериях. И есть еще те испытания, которые не прошла эта машина. Например, снег. Ведь вероятно, что когда построится следующая, будет уже или совсем жижа, или может быть даже снег. Так что, в принципе, вторая такая же в разработке находится. Однажды, может быть, даже еще в этом году, я не знаю, а может даже и посмотрим на вашу реакцию, будет готово. Огромное спасибо всем тем, кто, естественно, это Иван, Джаггер Гараж, кто эту машину построил. Без него ничего бы не получилось, потому что это монументальное качество и монументальные расчеты. Джаггер Гараж делает монументальные вещи, красивые вещи, внедорожные вещи. Только не делает вот такие вещи пока. Надо открывать где-то ткацкую фабрику, дядя Ваня. Вот это единственное. Нужно делать носимые вещи. Вот это так называется. Огромное спасибо ребятам из Red BTR, что предоставили оптику. Действительно, она хорошо дополняет действительно эту машину. Огромное спасибо Drive Service, что сделали коробку. Коробка работает блестяще. Коробка то, что нужно. Ремонт коробки был не дешевый, но он был полный ребилд. Нам никогда не стыдно теперь сказать, что мы продаем крутую тачку с хорошим двигателем, с хорошей проверенной, перебранной новой коробкой. Мосты были куплены у ребят Патрулят. Не знаю, ну, ребята Патрулят, мы про них вам в следующей серии еще обязательно расскажем. Они были куплены и полностью перебраны. Новые тормоза. Выхлоп Град сделал шедевральный звук. Просто все отлично.
Да, тем не менее, все равно Диме Электрику огромное спасибо за то, что по щелчку под ключ приехал, все сделал, ну реально круто. У нас есть режимы переключения, режимы коробки передач, включения здесь, прикуриватель опциональный. В общем, действительно, ну прикольно. В общем, спасибо всем, машина получилась крутая. Сегодня вот, а может себе такую, как Гриша сказал, после этих прыжков, конечно, хочется раскрыть потенциал еще больше и еще круче. В общем, поэтому я верю, что к этому вопросу мы еще вернемся. Это был Русский Раптор, это была Нива. Спасибо вам всем огромное, что смотрели эти видео. Огромное всем удачи и пока.